Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. Давайте узнаем подсказки карт и знаки судьбы. 3 карты достанем, а в целом сентябрь месяц, месяц прояснений или в целом ясности, коридор затмений, который начинается с 7 числа, начался уже, да, и завершится 21-м. Так вот, у нас 7-го лунное затмение, как любой коридор, а завершается солнечным затмением в Деве. И Дева – это критическое мышление и в целом целесообразность и ясность. Я не останавливаюсь подробно, а вас приглашаю на свой сайт. И я в описании под видео оставляю ссылку. Перейдите, прочитайте. Я подробно описываю те транзиты, которые именно вот до гороскопов по знакам зодиака, в самом начале. Я попыталась изложить, как эти энергии влияют на каждого из нас. А вы соотнеситесь с тем, что происходит в вашей жизни сейчас. И я думаю, что вам эта статья будет полезна. А мы идем вперед. Итак, 3 карты, 3 знака. Давайте, что вам нужно услышать. Ну или, может быть, как основные какие-то темы, задачи. Может быть, и энергия, но тем не менее знаки. И далее. С чем вы успели проститься? Я такое допускаю. Некоторое дежавю может присутствовать в нашей жизни. Почему? Да потому что то, чем мы занимались прежде, может быть, не было к этому предпосылок, возможностей. Вот в этот период нам пространство может вернуть, но и люди могут возвращаться. Не договорили до точки. Или были нерешенные темы. И будем реалистами, это могут быть совсем не те люди, которых мы можем быть рады видеть. Итак, вот что же там за дежавю, в чем мы поставили точку, а оно к нам возвращается. Что прояснится, что уйдет, а что придет взамен. Нужно немножечко подвинуть карты. И по основным сферам жизни. Личная жизнь, отношения, любовь, энергия денег, финансы. Ваши достижения, дела, работа, бизнес, документы, учеба, у кого что. Первый знак судьбы. Ох, ну, наверное, можно заканчивать. Вы, мои дорогие козероги, маги и волшебники. Ну, видимо, на вас будет Меркурий влиять каким-то особым образом. Правильная работа с информацией. И, кстати, маг, великий практик. Это не про магию. Это не про что-то такое экзальтированное. Нет, ну просто правильно взаимодействовать с людьми вам придется, ну и, может быть, с тем, что вы имеете сейчас, принять важные решения какие-то, очень правильные. Причем эти решения, скорее всего, будут несколько отличаться от того, как вы делали или поступали прежде, или думали как-то раньше. Вы можете столкнуться с людьми, которые вот как великие манипуляторы, я этого допускаю, но все-таки это ваш потенциал. И потенциал ваш, мои дорогие козероги, безграничен. Вот в твоих руках, козерог, это как знак судьбы или подсказки свыше, считайте так. Сейчас сконцентрированы многие энергии. Для тебя нет ничего невозможного. Но то, что ты для себя определишь, будет иметь принципиально важное значение в последующий период твоей жизни. Вот такой знак судьбы. Будьте готовы к переезду, может быть, у кого-то так, или к поездкам, перемещениям. Может быть, это по работе, знаете, командировки. Или, мои дорогие козероги, у кого-то бумаги, соглашения, ну, или договоренности, инстанции, когда мы что-то изучаем. Иногда юристы, адвокаты тоже, да, но все вообще-то это карта успеха. И это, ну, рост нашей популярности. Это у вас, может быть, и на работе, по вашим именно наперед достижениям. Нам карта говорит старшего аркана, и старший аркан, опять же, нам про внешние события, может быть, то, что вы слышите, информацию, которую до вас доносят люди, или чьи-то предложения, чьи-то мысли, предположения, а вы вместе будете уже с кем-то обдумывать, что с этим делать и какой в этом плюс, какой минус. Ну вот есть какое-то взаимодействие. Не все ведь однозначно маг. Тут надо что-то построить, да, и по этой карте нам говорят, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Волшебно, но это не совсем. С 10 по 20 это как знак судьбы, что ты, козерог,
сейчас с чем-то очень важным определяешься. Третий знак судьбы, ну вообще, вы знаете, карта скорости, как и карта колесница, так и восьмерка жезлов. Это еще и карта иногда бывает трансформации. Вот вы как на другой уровень переходите. Ну, в принципе, нам уже и первые карты о том же говорят. Придется подбирать ключи. Ключи взаимодействия с разными людьми. Самому адаптироваться к какой-то ситуации. Но нет ничего невозможного. Более того, для вас все то, что вы услышите, увидите, с чем вы будете взаимодействовать, как и новости, которые вы слышите. То есть аналитика, она должна у вас постоянно присутствовать, потому что ничто не происходит просто так с 10 по 20 сентября. Но я бы сказала, до конца сентября, это точно. Тут что-то основополагающее, жизнеутверждающее, да еще и с прогрессом на долгий период времени. Не упустите вот эти ключи. Ладно, что же там за дежавю? Видимо, для многих из вас, ну пусть не для всех, у каждого по-своему. Карта дома, по сути дела, и заработка, откуда к вам приходят деньги. Вот, видимо, тут, ну, это ведь тут может быть по-разному, да, вот как дежавю. Вы решали вопрос, каким образом я, допустим, могу заработать деньги. Может быть, ну, как вариант, дополнительный доход. Может быть, и есть какой-то стабильный доход, а есть, или у кого-то учеба, а, к примеру, нужно продумать, ну, в наше сложное время дополнительно именно что-то, потому что все меняется. И вы рассматривали разные варианты, искали, его не находили. И вот здесь вы можете, как бы тема-то сама, она как раз и подходит под что-то хорошо уже знакомое. Это не то, что сегодня вот это возникло. Вы уже когда-то об этом думали. И вот теперь какие-то новые возможности. Причем шикарные, я бы сказала, возможности. У кого-то по части дома. Вы искали жилье, может быть, временное, может быть, связанное с переездом или даже по работе, релокация офиса или с какими-то перемещениями. Вы не могли найти в определенной местности, районе, вот здесь вы, скорее всего, найдете. Или, то есть вот все равно, вот то, что обозначает благополучие, то, что вы раньше пытались решить, но, может быть, все время упиралось в какую-то стену. Вот здесь вам словно пространство, Вселенная откликается, дает возможность. И, знаете, не быть безапелляционному. Ключи подбирать придется. Здесь не прямо вот так вот на блюдечке с голубой каемочкой на 100%, как мы этого хотим. Но главные варианты, которые вы можете сейчас не видеть, чем это может откликаться или каким успешным будущим то, что вы сейчас решите, согласуете или на что вы решитесь. Что прояснится? Такие и прояснится что-то по двойке жезлов. И у нас ведь, посмотрите, это колода 78 дверей. Принципиальное значение – открытые двери или закрытые. Нет для вас закрытых дверей. Но маги, понятно. И даже этот маг, вот мы говорим, что прояснится. Вроде и дверь закрытая, но не для вас. Вы как телепортируетесь, вы как будто слышите. Может быть, вы вот как маги умеете в этот период слышать, как растет трава. То есть вот вы, знаете, интуиция будет у вас работать очень правильно. Вы этот шанс не упустите. У вас что-то действительно прояснится. Либо двойка жезлов. Это действительно прежняя ситуация. Это когда мы ходили, словно представьте, два жезла. Вот вы ходите между одним и вторым. Или долгий период, когда вы были словно между. И вот и вам приходилось курсировать. Или будет двойка говорить о том, что есть вы и какая-то другая персона. И вы от этого взаимодействия тоже можете получить какую-то ценную информацию и будете знать, как решить ваш вопрос. Вот что-то подобное. Что уйдет? Пусть уходит. Хочется сказать, посмотрите, человек нам показан, который сам себя перевернул и поместил в куб. Конечно, ради честности, откровенности мы должны признать, что мы можем быть в роли любого персонажа на карте. Но все же это мы больше в подвешенной какой-то зависшей, нерешенной ситуации. Правда, у вас тут что-то может
Знаете, на кону стоит такое важное, которое на долгий период времени вам открывает как новые горизонты, мои дорогие козероги. Что-то такое может быть. Вы же можете сказать: а не, я так не хочу, я вот хочу по-другому. А другого не дают пространства. Тут что-то может показаться, вот как вот эта телепортация. Мы же сегодня говорим, ну что такое телепортация? Да и нет, это вообще ерунда какая-то. Не ерунда. Это подсказки собственной интуиции. И знаете, может быть, шестого чувства, чувство мудрости нашей души. Наша душа мудрая. Это то, что мы пока не можем просчитать, ну, где-то и предвидеть рациональным умом, а тем не менее уже душа знает, тебе туда, в том направлении. Тут самое главное, что идет. Тут нужно выйти вот из этого куба, вот эти показательные выступления. Может быть, это долгое время какое-то соглашательство или зависшая ситуация. Понимаете, а тут вам как судьба, пространство, вселенная, старшие арканы, мои дорогие, дает возможности. И нужно перестать, как будто, ну вот, зависать в каком-то одном месте и, может быть, действительно перемещаться кому-то придется. Потому что игра вот эта, она затянулась, она уже становится опасной. С другой стороны, мы сами себе должны помочь и, ну, вылезти из этого куба. Или даже если вот эти персонажи, вот обратите внимание, нам показано лицо человека в профиль. Знаете, вот настолько жестко холодный такой, которому вообще не свойственны эмоции, не свойственно сострадание, которому вообще все до лампочки фиолетово. Зрители какие-то, но это все люди равнодушные. Может быть, и мы пришли на что-то смотреть. Какая-то игра жизни, может быть, и была в вашей судьбе, но это тоже должно закончиться. Ведь ничего не меняется в этой обстановке. Ну что тут может? Либо выплывет, даже если мы зрителями, да, либо тонуть начнет, а мы рванем туда помогать вытаскивать из этого куба. Вот и весь фокус. Вот что-то подобное у вас завершается. И старший аркан. Тут сами высшие силы. То, что прежде было поставлено на паузу, или, ну, никак вы не могли разрешить. Здесь, словно и по части ваших достижений, по части вашей личной жизни, может быть, и одновременно еще и касаться дома или места вашего пребывания. Прогресс, вот понимаете, по всем сферам. Что придет взамен? Ну, точно надо заканчивать расклад. И почему-то говорю, столько старших арканов. И знаете, не всегда, мои дорогие, выстраиваются карты в какую-то логическую цепочку. А вот сегодня у нас именно так. Карта сила. Во-первых, у нас карта мага и женской силы. Здесь вопросы пары. И для тех, кто в паре, неважно, дружба, отношения, семья, здесь вы можете как и достичь взаимопонимания, и вместе какой-то прогресс, переезд осуществить. Здесь, знаете, дела домашние, дела места пребывания. Вот как и вашей пары, так и у вас лично, или продвижение вашего бизнеса, творчества, направления, труда, ну, всего, чего вы хотите достичь. И аркан силы ведь тоже где-то про ключи. Двое людей на равных, да, ключи подбирать придется, потому что два сильных человека, если мы говорим о паре мужчина и женщина, да, то каждый на своей волне. Но от того, как они умеют принимать друг друга такими, какие есть. Ведь важно уметь смотреть в одном направлении. Так вот, тут какое-то волшебное, магическое взаимодействие может состояться. По части личной жизни тоже. А у кого-то, может быть, это бизнес-партнерство или личное сотрудничество, продолжение какого-то личного проекта. И договариваться придется. Лев изображен на карте, и дверь закрыта. Но нет замка, нет ключей. Ключ двери, страж двери– это лев. А лев– прообраз нашего эго, наших эмоций. И дева прекрасно взаимодействует. Так вот, мы как-то свои эмоции все же должны держать на коротком поводке. Иначе, если мы впадем буквально в какую-то догму или то, что мы считаем правильно, другое, ну вот нет, этого не будет никогда. Ну так и не будет никогда. Ну, тем самым мы себе даже варианты какие-то отрежем. А здесь нет. Здесь лев подчиняется и открываются двери автоматически, потому что именно лев не чувствует агрессии. Ваш ключ ко всем дверям
Никто не чувствует ни агрессии от вас, ни какого-то напора. Или вот должно быть именно так, если мы говорим о догме или о шаблоне. Личная жизнь. Ну, мне нечего добавить, правда. Все карты говорят вот об одном и том же. То, что я начала. И вот я теперь продолжаю праздник после победы. И поэтому перекладывайте на эту карту, кто там что задумал. Двери закрыты. Но это вы их закрываете, мои дорогие. От каких-то превратностей судьбы. От того, кого вы не видеть не хотите. От лишних людей. От лишних взглядов. Отношений. От каких-то ненужных показательных выступлений. Никому ничего не доказывайте. Все, кто дорог, вместе, в сборе и счастливы. Ну, вот так. Очень добрая карта. Финансы. Вау. Фантастика. Помощь высших сил. Карта финансового успеха, подарков, возможностей и поддержки. Правда, мои дорогие. Подарок на пороге. И правда. Вопросы финансов, опять повторяю, вопросы дома. Откуда к вам приходят деньги? Каким образом вы зарабатываете? Все то, что я говорила до этого времени. Все сферы жизни. Личная жизнь, отношения, взаимоотношения. Все то, что связано с финансами и отчасти, ну, давайте будем реалистами. Дом, да, недвижимость или место пребывания, наше имущество или движимое имущество, кстати, автомобиль. У кого-то вопросы, связанные с автомобилем или с вашей мобильностью. Может быть, вы будете куда-то переезжать, потому что ближе. Вот, кстати, такой момент я допускаю. Или, может быть, и дальше у кого-то наоборот. Но овчинка как бы стоит выделки. Ну, потому что для этого есть причин. Но для вас нет ничего невозможного. Прогресс по деньгам тоже присутствует. Но это может быть не совсем, все же начинается со старших арканов. Я тут вижу какая-то перспектива. Ваша задача быть готовым или готовой к диалогу и чего-то не упустить. Подобрать правильные ключи. Ваши достижения. Придется, может быть, и учиться чему-то. Придется и адаптироваться. По тройке пентаклей это мы учимся, мы раскрываем свои таланты. И на будущее это шикарная карта отчасти на достижение. Это когда вы действительно можете начать с нуля личное дело, какое-то творчество, может быть, вести блог или пойти на курсы изучать языки, когда вы можете начать строить карьеру, когда вы можете пробовать даже то, чем вы прежде не занимались. Мы здесь иногда сдаем жизненный экзамен. Вот у кого-то может быть момент перехода. Какой-то очень судьбоносный момент, я бы сказала, это только начало с 10 по 20, а дальше продолжение следует. И тут явно что-то нужно продолжать, потому что добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. Ваша задача, в очередной раз повторяюсь, найти ключи и правильно провзаимодействовать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я благодарю за ваши искренние душевные комментарии. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.